Добро пожаловать в уютный влог с живописной деревни Крита, где я покажу, как мы здесь отдыхали и почему не обошлось без стресса. Закупимся с вами сувенирами, послушаем греческую музыку, почувствуем вечернюю атмосферу острова, посетим его столицу, Ираклион, и обалдеем от нее во всех смыслах. Приятного просмотра! Самое сложное в нашей поездке это был, конечно, перелет сюда и первые дни. Перелет, потому что мы летели с пересадкой, и это было не очень, но другого варианта не было. Обратно, слава богу, будем напрямую. И наш второй самолет задержался где-то на часа полтора. В это время мы стояли в очереди, ждали открытия нашего гейта, и просто там уже в итоге на полу сидели. В общем, устали, задолбались, сил тогда не было. Хотя да, сам аэропорт Афин интересный, поэтому пару кадров для вас подсняла. Люблю аэропорты, несмотря на шум и вот эти ожидания, потому что уже в них можно соприкоснуться с атмосферой страны. И потом, когда мы летели, лететь там было совсем немного с Афин до Крита, и когда надо было приземляться, мы кружочек лишний сделали, потому что это вообще первый такой опыт, когда самолет не может сразу присесть, в общем, очередь, скажем так, как маршрутка. Вот, и надо было сделать кружок, чтобы подождать какое-то время и уже сесть на свою полосу. Прилетели мы в самое жаркое время, первые дни было 38 градусов, нам пришлось быстро акклиматизироваться, и было тяжело спать, и в номере было очень душно. Кондиционер очень долго разгонялся, так что это был немного стресс. Потом меня высыпало, и, собственно, до сих пор у меня прыщ на прыще вылазит. Ну ладно, это уже такие мелочи. Еще из приколов, конечно, номер у нас классный, но находится он наверху, и каждый раз нам нужно проходить 105 или 106 ступенек в одну сторону, в другую, и поначалу это был такой стресс, очень сильно болели икры. Поэтому, да, первые дни были такие сложные, физические, и, в принципе, не знаю, ну да, больше физически, немножко эмоционально. Но потом стало попроще, полегче, на самом деле, кайфово. С таким-то морем было бы некомфортно, идеальным по всем параметрам. Чистое, прозрачное, теплое, спокойное и, конечно, красивое, без всяких медуз и водорослей. С ежами, да, но они спокойно отдыхают на камнях, и если быть аккуратным, то ни к чему лишнему не прикоснешься. Так что Критское море для меня уверенно разделяет первое место с Красным. Только что попали на такой музыкальный вечер, пятничный. Вот даже на фоне сейчас, может быть, немного слышно. Хочу сказать, что после этого выступления я влюбилась в Крит. И пока я слушала эту греческую музыку, то я вспомнила, как мы танцевали на танцах. У нас был танец сиртаки, ну, греческий. И вообще у меня такая ностальгия была, и в целом у меня слезы в один момент прям подступили, насколько это все красиво, насколько красивый голос девушки, насколько они, в принципе, оба такие харизматичные, красивый инструмент, музыка, в общем, просто вау. Кисики. Стоят. Боже, какие они милые, не могу. Но они, конечно, немножко боятся людей. Берите на заметку, 8:24 это уже жаркое время, ну особенно если днем там уже 38, так что если и гулять по Бали, то самое прохладное время это вот раннее утро, потом уже все. И, кстати, еще безлюдно, это большой плюс. Итак, что мы взяли себе и близким на подарок? Полотенце. Вот такое вот красивое, в греческих цветах, с маяком, очень красивое, в общем, не смогли пройти мимо. Камень, тут особенный натуральный камень, из него вот есть создан такой браслет,
со своим смыслом. Я выбрала такой более-менее подходящий к человеку. Это украшение я взяла себе, мне очень понравилось. У меня, в принципе, была цель изначально взять какое-то украшение, и я думала, это взять или... Там еще было прикольное с бисера. Ну, в общем, все-таки взяла это, потому что вот этот глаз, он у меня ассоциируется с Грецией. Тут много всяких таких штук с ним. По-моему, он тоже со смыслом, точно не помню. Взяли, конечно, специи, потому что Греция — это про специи в том числе. Вот, для салата греческого, ну, по сути, можно в любой салат добавлять, и для курицы. По 1 евро стоит. Эту штуку я открывать не буду, я отдельно ее снимала в магазине, нам, в принципе, все это запаковали. Это 3 таких вида намазки, в общем, еды из оливок с разными вкусами, там есть острые и еще 2 других, в общем, 2 такие штуки. Это у нас пахлава и еще кое-что, в общем, 3 разные вида сладости, 2 плюс 1, они типа дешевле немного получаются, в общем, выгодно взять такую упаковку и разделить, каждому там подарить по 1 штучке. Ловцы снов очень красивые, мне прям вообще понравились, невероятно. Да, они такие все не идеальные, мы еще выбрали самый лучший, а еще там паук ползал. Ну да ладно, это все лишнее. В общем, очень красиво выглядит. Вот так вот, сейчас вот, с белыми перьями, так, надеюсь, видно. Чай, много чая, горного, греческого, с разными там целями, опять же, они там все со смыслом, для успокоения, для там начала дня, антистресс, что-то такое. Вот, очень много, потому что все-таки стоит недорого, и это тоже про Грецию как-никак. В общем, травяные чаи — это еще и полезно. Все это вместе вышло на вот столько-то, примерно 2400 гривен, но я покажу вот здесь, собственно, цену. В принципе, конечно, не дешево, но тут очень красивые сувениры, можно долго ходить, рассматривать, выбирать, вот, и точно есть что взять каждому на подарок. Короче, мимо сувениров тут пройти сложно. Собственно, мы еще взяли 2 вещи. Это тарелочка на подарок, очень красивая, отдельно тоже для вас сняла. Вообще прям ручной работы, тут очень много вещей ручной работы, и это прекрасно, очень красиво. И вот такая вот сумка, взяли ее себе, такая разноцветная, красивая. Будем ходить в магазин с таким красивым рисунком, кайф. Тут так спокойно и тихо, что захотелось снять для вас отдельное видео. Если бы не ветер, я бы без микрофона снимала, и вы бы все прочувствовали, все звуки, но все-таки немного сейчас так похолодало. До этого было 38 градусов, сейчас что там, к 30 упало. Ну, сейчас, наверное, меньше вечером. Так что вот, идем сейчас гуляем, расследуем обстановку, потому что сначала нужно посмотреть, что мы будем там снимать. Остальные пляжи мы не видели, только свой пока. Ну, для основного travel выпуска. Так что вот, гуляем, смотрим. Попробую сейчас без микрофона, чтобы вы почувствовали эту тишину. Просто как спокойно. Вообще вот нет лишней музыки, там танцы и пляски, тут такого нету. Тут очень тихо, спокойно, можно отдыхать, вообще расслабленно. Кайф. Бали действительно тихая деревня, и в большинстве своем ночью тут не шумно, но, как оказалось, не всегда. А еще хочу сказать, что изучив все пляжи, ну практически, один просто находится в другую сторону, завтра уже будем гулять. Блин, как красиво, вообще не могу. Это не выйдет в выпуск специально для влога. В общем, обойдя все пляжи, точнее, обойдя еще 2 пляжа, я поняла, что наша бухта самая уютная, потому что везде пляжи больше в других местах, там много всяких ресторанчиков, очень близко дорога, а у нас прям так уютно. Класс. Как всегда. Снимаем сейчас последний пляж, он не последнее видео, но, в общем, огромезный просто пляж, настолько большой, что здесь даже есть своя такая набережная с ресторанчиками, причем такими красивыми и интересными. Сейчас покажу. Вот. Это в одну сторону,
и в другую. Красиво, конечно, но мне такое не особо нравится. Больше по душе такие уютные пляжи, как наш Бали-Бич. А тут представляю, сколько много людей в сезон, где-то в июле, в августе. Сейчас еще, может быть, не так сильно много. Кстати, если вы не смотрели travel-выпуск про Бали на Крите, рекомендую глянуть после влога. 18 минут красоты, атмосферы и пользы вам обеспечены. Ссылку ищите в описании. И еще напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли дальше делать такие лайв-видео, как это, или travel-выпуска достаточно. Буду особенно благодарна, потому что многие из вас видео просто смотрят, а без комментариев мне не хватает ясности, интересно видео или нет. Просто лайк мало что говорит, а мысли я не читаю. Грустно ли уезжать? Нет, не грустно. По моему голосу можно понять, что мы здесь накупались, перемерзлись. Ну, на самом деле, жарко, да. Ну, в общем, мы здесь отдохнули на все 1000 миллионов %, и хочется уже в свою комфортную, прохладную Польшу жить там, проводить там лето, потому что тут уже жара надоела. Ну, а на этом наше видео не заканчивается, если что. Вообще, отдыхать в Бали можно, не выезжая за пределы деревни, но для интереса и новых впечатлений можно съездить в столицу Крита, Ираклион. Например, заглянув на обратном пути, перед вылетом, как это сделали мы. Ираклион — это крупный портовый город с населением 157 тысяч человек, где мы с вами уже были по прилету на Крит, ну, если аэропорт подходит под слово «были». А сейчас прогуляемся по интересным местам самого города и впитаем его атмосферу. Первое место – крепость Кулес. Красивая достопримечательность 15 века. Второе – фонтан Морозини, который создан в виде чаши с 4 львами, из которого вода перетекает в 8 дополнительных чаш. Еще один фонтан с красивой архитектурой – Бэмбу. Он был построен в середине 16 века первым человеком, которому удалось доставить в город родниковую воду через акведук. К слову, тогда в прошлом был дефицит воды, а фонтаны служили общественным источником. И снова архитектура, но уже не фонтан. Венецианская лоджия – следующее место для любителей зданий, деталей, красивых фото и тенька. Что сказать вам? Впечатление. Я немного в шоке. Ну, мне, во-первых, плохо, в принципе. И тут еще так шумно, сколько людей. Если на Бали было уютно, на Бали, то тут это, конечно, нет, потому что тут очень много туристов, да и жителей, в принципе. Вот мы сейчас идем, снимаем вам. Я уже в шоке, во-первых, от жары, ну, мы не выбирали, как бы, да. Днем тут ходить это ад. Пока мы были у порта, у меня нахрен сгорели руки. Боюсь, что будет к концу дня, учитывая, что у меня с горлом проблемы. И, в общем, стрессово. И лучше, конечно, вечером тут прогуляться или там рано утром. Но, конечно, красиво. Этого тут не отнимешь. Очень красиво, атмосферно. Можно сделать кучу фото. И в целом, в общем, если убрать минусы, то все шикарно, это понятно. В оставшуюся половину дня я уже было пожалела, что мы сюда так рано приехали, в жару, толпы людей и с сумками, но опыт на то и есть опыт. Не всегда все идет так, как мы хотим, и по сути идеального места в мире нет. Везде и во всем есть свои плюсы и минусы. Решать только нам, что выбирать и на что смотреть. Надеюсь, этим видео мне удалось показать реальную картину отдыха на Крите. В комментариях можете ответить. Я лишь добавлю, что несмотря на все трудности, я бы сюда еще не раз вернулась. И да, с самолетом нам снова повезло, наш рейс переносили раза 3, и походу не только наш, потому что мы всем аэропортом сидели и ждали посадки. Зато летели в почти пустом самолете, и нам даже удалось поспать.
лежа. И знаете, самое интересное во всей поездке это было отмечать свои реакции и просто наблюдать за собой, выбирая дальше работать над тем, чтобы становиться более спокойным и эмоционально зрелым человеком. По традиции благодарю щедрых донатеров нашему каналу, в этот раз отдельная благодарность Дмитрию, и увидимся с вами совсем скоро. Пока!